Томас и София были самой низкорослой парой из США, но их любовь и преданность друг другу были поистине огромными. Настолько огромными, что они могли бы вдохновить целую армию романтиков. Однажды, прыгая по бесконечному морю интернет-знакомств в поисках своей второй половинки, они наткнулись друг на друга на сайте знакомств. Это была судьба. Их первые сообщения были полны искренности, и с каждой новой строчкой они открывали для себя все новые аспекты душ друг друга. Их общие интересы считались за редкость, оба любили путешествовать по необычным местам, смотреть старые фильмы, от которых не исчерпалась магия Оскара, и проводить время на природе, наслаждаясь ее величеством. Их страсть к путешествиям и исследованию обширных просторов, от уютных гор до зеленых долин, лишь углубила их связь. Каждый день они обменивались забавными историями и откровениями, и их переписка длилась 2 полных месяца, полных смеха, веселья и ярких открытий. Каждый вечер они находили новые темы для разговоров, время пролетало незаметно. Их разговоры настежь распахнули двери в мир откровений, и с каждым новым сообщением оба осознавали, что между ними возникла невероятная связь, о которой многие могут только мечтать. В конце концов, после 2 месяцев виртуальной романтики, Томас и София решили, что пора сделать шаг в реальности, и назначили первое свидание. Они выбрали уютное кафе в центре города, где готовили восхитительный кофе и вкусные десерты. Атмосфера была наполнена волнующими ожиданиями. Когда они встретились, оба сразу ощутили, что между ними возникло нечто большее – тепло и духовное сияние, которые тянули их друг к другу словно магнит. Их смех и шутки создавали идеальную обстановку, и время пролетело незаметно. Они быстро нашли общий язык и понятием друг друга, и вскоре разговоры углубились до обсуждения мечтаний и жизненных целей. Каждое мгновение, проведенное вместе, словно добавляло новую краску в их уникальную картину любви. На последних минутах свидания, когда они разговорились о своих мечтах, карьерах, планах на будущее и страсти, они поняли, что не могут жить друг без друга. В их сердцах росла уверенность, что это только начало чего-то значимого. Их отношения развивались стремительно, как стремительная река, наполняя их дни теплом и радостью. Вскоре, полный романтики и решимости, Томас сделал Софии предложение. Это был трогательный момент, когда он вложил колечко в белую розу, символизируя их любовь, чистоту и взаимное уважение. София с радостью согласилась, и вскоре они поженились в красивой церкви, окруженные близкими и друзьями, которые помогали им создавать незабываемые моменты на протяжении всего их пути. Все, кто присутствовали на свадьбе, были тронуты искренностью и взаимопониманием этой пары, показывающей, что ограниченности не существует в истинной любви, и радость может быть абсолютно полна, невзирая на физические трудности. Однако вскоре после свадьбы, когда их счастье было на пике, София узнала о своей беременности. Радость от этого события зародила трепетное волнение, но с этой новостью пришли и тревожные рекомендации от врачей. Специалисты настоятельно советовали ей прервать беременность, так как существовал высокий риск рождения ребенка с серьезными патологиями. Это была тяжелая ситуация, наполненная неопределенностью. Томас и София оказались перед сложным выбором, который мог бы сломить их дух. Однако, полные надежды и безграничной любви, они отказались от этого мрачного решения. Их стремление к родительству было сильнее любых страхов. Они мечтали о детях, о греющей семейной жизни и были готовы принять любые вызовы, которые могла принести жизнь в будущем. После долгих дней ожидания и беспокойства, наконец София родила сына по имени Майк. И к их огромному счастью, он оказался полностью здоровым, невзирая на карликовость своих родителей. С приходом Майка их жизнь наполнилась новой радостью, светом и неописуемым счастьем.
Счастливые дни казались полными волшебства. Семья стала частыми гостями на различных телешоу, где делилась своей необычной и вдохновляющей историей, показывая другим людям, что настоящая любовь и семья не зависят от физических характеристик. Их появление на экранах стало символом надежды для многих. Они показывали пример того, как можно преодолеть серьезные ситуации и быть настоящей поддержкой для друг друга, истинно ободряя всех, кто был вокруг. В каждом интервью они с энтузиазмом делились своими переживаниями о том, как стремились к принятию и любви. Однако после одного из таких выступлений, где они открыто делились своей историей, Томас и София столкнулись с дискриминацией и травлей. Злая судьба послала им испытания. Они стали жертвами насмешек и предвзятости, находясь под атакс со стороны тех, кто не понимал их выбора и образа жизни. Каждый день в социальных сетях были комментарии и сообщения, оскорбляющие их и громко заявляющие о неестественности их любви. Однако даже в самые трудные моменты они как никогда оставались жизнерадостными, солнечными и оптимистичными. В своих сердцах и разумах они понимали, что важен не мнение окружающих, а то, как они чувствуют себя, какую любовь они питают друг к другу. София целеустремленно надеялась, что их история поможет другим родителям научить своих детей принимать людей с карликовостью, уважать индивидуальность каждого человека. Она мечтала о мире, где различия воспринимаются как богатство, а не как повод для осуждения. Спустя некоторое время они с Томасом узнали о том, что София снова беременна. Волнение и радость переполняли их сердца, но с этой новостью вновь пришли страхи. Снова они столкнулись с теми же опасениями, что и раньше, но так, как и прежде, решили оставить ребенка. На свет появилась девочка по имени Хлоя. Однако, как только она появилась на свет, врачи подтвердили худшие ожидания. У Хлои были респираторные заболевания, и она унаследовала от родителей гены карликовости. Снова семья оказалась на грани, но в этот раз они были готовы. Они решили не сдаваться перед трудностями, а вместе бороться за здоровье и счастье своего ребенка, полные веры и надежды. Несмотря на все трудности, семья оставалась счастлива вместе и сплоченной, принимая всех своих детей такими, какие они есть. Каждое утро они встречали рассвет, полный надежды и живой любви, понимая, что в их единстве есть сила. Каждое утро с ними происходили чудеса привычной семьи, и они всегда весело собирались за столом на завтрак и обсуждали свои планы на день. Томас и София продолжали бороться за права людей с карликовостью, активно участвуя в различных мероприятиях и инициативах, направленных на обучение общества и изменение стереотипов. Их дух и внутренняя сила вдохновляли других, и они всегда были готовы говорить и выступать за права людей, которые, как и они, сталкивались с предразумеваемыми ограничениями. София также завела аккаунт в социальной сети, где делилась семейным контентом и проблемами, с которыми они сталкивались на протяжении жизни. Она публиковала вдохновляющие истории, советы и моменты из повседневной жизни, показывая, что счастье возможно, несмотря на трудности. Постепенно их страница стала популярной, и люди начали приходить за вдохновением, за поддержкой и за опытом, которому они обучались вместе с детьми. На платформе они делились радостными моментами и сложностями, готовы открыто говорить о всех аспектах своей жизни, чтобы расширить границы понимания и глубже исследовать то, что действительно важно. Каждый подписчик и каждое сообщение поддержки вдохновляло их на новый уровень. Их история стала символом надежды для многих, и они продолжали вдохновлять людей на принятие, терпимость и любовь, независимо от различий. Их дети росли окруженные любовью, счастьем и пониманием.
Каждый день становился новой возможностью для них, чтобы порадовать друг друга и вновь раскрасить свой дом в яркие цвета. София и Томас понимали, что вместе они могут преодолеть любое препятствие в своей жизни. Весной они решили организовать небольшой фестиваль в своем районе, который бы объединил всех людей, независимо от их особенностей. Этот фестиваль был скорее символом объединения, чем простым мероприятием. Он стал местом, где все могли счастливо проводить время вместе и где каждое сердце наполнялось радостью. Фестиваль включал различные мастер-классы, акции по сбору средств и лекции о принятии различий. Он превращался в праздник, когда вся община сходилась воедино, и люди разных возрастов и историй открывали свое сердце друг другу. Томас и София были в центре событий, вдохновляя всех развивать свои таланты и способности, невзирая на препятствия в жизни. Таким образом, они преобразили свою жизнь и жизни других людей, создавая пространство для принятия, понимания и любви, которое навсегда изменяло сердца тех, кто их окружал. Они стали живыми примерами того, как можно справляться с трудностями и идти вперед с надеждой и верой в лучшее. Их детей окружала атмосфера любви, поддержки и выполнения своих мечтаний, и они мечтали о светлом будущем вместе. Вот такая удивительная история, полная надежды, света, счастья, вдохновения и неподдельной заботы. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Помните, что настоящая любовь преодолевает все преграды и открывает новые горизонты.